Многие садоводы интересуются, какие цветы еще не поздно посеять семенами в свой сад в июле. Предлагаю вам список растений, которые можно высевать даже в середине лета. Летний посев удобен тем, что вы сэкономите место в теплице или на домашних стеллажах, а также свое ценное время, потраченное на выращивание рассады. Однако для посева в знойный сезон необходимо выбирать более притененные места на участке. Учтите, что всходы придется не только своевременно поливать и пропалывать. Чтобы хоть как-то защитить их от жары, посевы лучше дополнительно притенить дышащим белым агроволокном. Когда сеянцы подрастут и окрепнут, их пересаживают с корневым комом на постоянное место, поддерживая влажность почвы. Зацветут все эти цветы уже в следующем году. Чаще всего летом высевают двулетние культуры и многолетники, так как однолетние цветы просто уже не успеют показать всю свою красоту. Из некапризных растений летом можно посеять самые разнообразные виолы и маргаритки. Семена этих цветов несложно найти в любом садовом магазине. Яркие цветы виолы отлично подходят для оформления переднего края клумб. Они способны цвести даже в легком притенении. Маргариткам для обильного цветения лучше выбирать участки с хорошим освещением. В основном же эти двулетники считаются одними из самых неприхотливых, с выращиванием которых вполне справится каждый. Украсить на все лето клумбы и цветники помогут всевозможные колокольчики. Среди этого красивого цветка есть высокорослые, среднерослые и карликовые разновидности. Также они делятся на многолетние и двулетние растения. Среди садоводов довольно популярные – это колокольчик скученный, персиколистный, ширококолокольчик или платикодон. Последний очень красиво и обильно цветет крупными цветами белой, розовой, синей, сиреневой и голубой окраски. Есть платикодоны с полумахровыми цветами. Растение неприхотливое к почвам, предпочитает хорошо освещенные участки. Компактные сорта колокольчиков идеально подходят не только для оформления цветников, но и выращивания в контейнерах. Повторюсь, что середина и вторая половина июля – это подходящее время для посева цветов с двулетним циклом развития. Из двулетников сейчас можно посеять семена незабудки. Этот очаровательный и простой в уходе цветок привлекает внимание своей эффектной россыпью из нежно-голубых соцветий. В продаже также встречаются семенные смеси с белой и розовой окраской цветов. Незабудку часто используют в комбинированных посадках и для быстрого заполнения пустующих мест в саду. Она способна расти в притенении и любит умеренно влажную почву. Хотя к составу земли и уходу неприхотливая. Хорошо разрастается и дает самосев. Настоящим украшением вашего сада могут стать эффектные высокие соцветия наперстянки и шток розы. Семена этих растений можно посеять даже летом. За теплый сезон они нарастят свою зеленую массу, ну а зацветут уже в следующем году. Для вертикального озеленения участка, декорирования стен хозяйственных построек и заборов отлично подходят высокие соцветия вербаскума. В народе этот цветок называют коровяк. Его красивые ароматные цветы бывают все возможные окраски. Цветет вербаскум в течение всего лета и не требует какого-то специального ухода. Отлично подходит для оформления заднего плана цветников. Посейте в свой сад разные аквилегии. Они отличаются редкой неприхотливостью, своеобразной формой и красотой цветов. Приживаются на открытых солнцеучастках, в полутени и даже в более тенистых местах. Если после цветения вы своевременно срежете отцветшие цветоносы, аквилегии порадуют вас повторным цветением. В июле еще не поздно посеять разные низкорослые виды гвоздик. В основном это многолетние почвопокровные гвоздики. Также весьма популярная неприхотливая гвоздика китайская. Ее ароматные цветы бывают разной окраски, простой и махровой формы. Цветение длится не менее 2 месяцев. Эти цветы подходят для выращивания в открытом грунте, а также в балконных ящиках и кашпо. Не менее привлекательна двулетняя гвоздика турецкая. Этот цветок каждый год радует своими красочными махровыми соцветиями и никакого сложного ухода не требует. Турецкая гвоздика способна давать свой самосев, что также очень удобно.
Посеяв ее в середине лета, цветение наступит в следующем году. Из многолетников в июле можно посеять декоративный тысячелистник птармика. Он отличается своими длительными сроками цветения, высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Отлично растет на солнечных участках, наращивая пышные кустики высотой от 30 см до 1 метра. Растение хорошо разрастается и подходит для быстрого заполнения пустующих мест. Очень простое в уходе и не требовательное к плодородию почвы. Наиболее эффектные сорта этого тысячелистника с многочисленными махровыми белыми цветами шаровидной формы. К таким, например, относится популярный сорт The Pearl. Тысячелистник птармика также склонен к самосеву. Своевременное удаление отцветших соцветий поможет избежать вам нежелательных сеянцев и продлит его цветение. Белоснежные цветочки этого многолетника не только надолго украсят ваш сад, они прекрасно подходят для составления букетов и очень востребованы среди флористов. Обратите внимание на такой малоуходный многолетник, как рудбекия. Цветок крайне неприхотливый и засухоустойчивый, но способен давать свой самосев. Если вы не хотите иметь сеянцы рудбекии в разных местах своего цветника, отцветшие соцветия лучше своевременно удалять. Рудбекия ценится за свою выносливость и яркую привлекательную окраску. Есть сорта с желтой, оранжевой, красной и прочими расцветками. Наиболее красивые махровые сорта. Данный многолетник способен расти на одном месте долгие годы. Хорошо зимует в средней полосе и не требует своевременного полива. Отлично растет на солнечных участках. Но при покупке семян обращайте внимание на характеристику растения. Кроме многолетних видов, существуют и однолетние рудбекии. В компанию к рудбекиям еще можно посеять невяник. Среди этого многолетника можно выбрать много достойных декоративных сортов с крупными и даже махровыми ромашками. При выборе сорта и места посадки обращайте внимание на высоту растений. Компактные невяники отлично подходят для переднего плана клумб. Их высаживают вдоль садовых дорожек и на альпийских горках. В июле еще высевают яркую ароматную энотеру. Этот цветок хорошо разрастается, украшая своей листвой и цветами пустующие участки в саду. Энотера раскрывает свои цветки в пасмурную погоду и в сумерки. Она также неплохо растет в притененных местах. В этом случае ее соцветия будут раскрыты и днем. Из яркой энотеры получается красивое обрамление клумб. Ее также высаживают в приствольных кругах деревьев и вдоль заборов. А кроме желтой энотеры есть еще вид с розовыми цветками. Это растение также способно давать свой самосев. В холодных садах вместо посадки энотеры на зиму лучше прикрыть мульчой или слоем опавшей листвы. А если вы мечтаете о красивом цветущем коврике, который с апреля по июнь покрывается множеством мелких цветов, посейте в свой сад почвопокровную абриету. Этот многолетник отлично переносит засуху и способен расти даже на скудной земле. Со временем один кустик этого почвопокровника разрастается на ширину более полуметра. В высоту он достигает 10-15 см. Абриету также выращивают на каменистых горках и склонах. Она эффектно смотрится на подпорных стенках и в расщелинах между камнями, а также высаженная вдоль садовых дорожек. К поливам и внесению удобрений не требовательная, скорее наоборот. Не стоит носить в почву под абриету жирный чернозем, навоз и органику. В этом случае растение станет наращивать свою зеленую массу в убыток цветения. При добавлении невызревшего компоста и свежего навоза может даже погибнуть. Кстати, кроме декоративных цветочных культур, для сбора повторного урожая в середине лета еще можно посеять разную зелень. Это петрушка, укроп, руккола, лук на перо, всевозможные салаты и не только. В заключение хочу добавить, что при летнем посеве очень важно поддерживать влажность почвы, так как при пересыхании грунта семена могут попросту не прорасти. Все вышеперечисленные растения подойдут для создания малоуходных цветников, опытным цветоводам и новичкам. Я также буду всем благодарна, кто поделится своими вариантами красивых цветов, которые можно посеять летом. Не забывайте подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать выход новых роликов.
А если это видео было вам полезным, не забудьте, пожалуйста, поддержать нас своим лайком. И до новых встреч на канале Добрый сад.